Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня мы рассмотрим урок, как непосредственно сращивается нить между собой или на шнуре, на рыболовном шнуре, чтобы она не цепляла. Допустим, у вас закончилась нитка на веревке или шнуре, и необходимо вам ее срастить. Для этого не надо вот так сращивать, скажем, две веревочки, вот эти две нитки узелком. Если вы срастите это узелком, вот так, да, к примеру, просто узелок, и продолжите делать сеть, то этот узелок будет цепляться за ячею, будет тянуть сетеполотно, и то есть держать это сетеполотно. Будет плохо его выставлять и проверять. Допустим, оно у вас закончилось, да, или оборвалось. Бывает, что я работаю нитка 1,2, я ее рву руками. Когда затягиваю, рву на шнуре руками. Она у вас закончилась. Точно так же мы, вот где закончился узелочек есть, да, прикладываем здесь непосредственно кончик этого нитки, да, делаем петельку, подтягиваем, так же, как и делали, вокруг, под шнур, под нить, также затягиваем, затянули. Да, вот эти два хвостика, они тут остаются, два хвостика. Просто подрезаем ножницами, сантиметра 2 оставляем. И вот этот непосредственно узел уже, да, вот эти кончики, они не будут мешать, они будут здесь находиться, будут также держаться, не будет цеплять сеть, и все будет нить дальше, можете уже провязывать. То есть опять же, подцепили. Взяли какое-то расстояние вокруг шнура, опять же момент, подтянули под 90 градусов, затянули, опять вокруг шнура, под шнур и под ниточку, и опять затягиваем, затянули. То есть вот так непосредственно мы с вами соединили на шнуре нить. То ли она закончилась, то ли непосредственно там оборвалась. То есть это вот все на шнуре, все не будет цеплять. Не надо ее не опаивать, ничего, она тут немножко разбахрится, но держаться она будет. То есть это не влияет ни на что. Главное, чтобы не цепляла сеть. Все. Спасибо за внимание.